Партизанское движение портит планы россиян. Израиль готовится к открытию второго, а может быть и третьего фронта, а Британия отправляет войска в Эстонию. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Катар помогает возвращать украинских детей из России. В чем возникают сложности? Зачем Россия борется с собственными адвокатами или почему власти мало контроля? Выборы в Польше дают импульс всему Евросоюзу. Спасибо, что смотрите, спасибо, что доверяете нам. Не забудьте поставить лайк, не забудьте оставить комментарий. Все это очень важно, как и подписка на наши каналы. Поехали. Вооруженные силы Украины продвигаются вперед на запорожском направлении. Институт изучения войны сообщает о небольшом, но все-таки продвижении вперед в сторону Мелитополя. Вместе с тем, украинский генштаб рапортует о попытках россиян перейти в атаку на Авдеевском и Бахмутском направлениях. А украинские партизаны из движения «Атеш» говорят, что оккупанты активно готовятся к боям в Херсонской области. Они перемещают свои командные пункты из Геническа в Джанкойский район Крыма, на северной части полуострова строят фортификационные сооружения и интенсивно перебрасывают технику и боеприпасы на материковую часть Украины. Был замечен железнодорожный эшелон, в котором было до 20 вагонов с боеприпасами, 5 БТР, 10 Уралов, 8 артиллерийских пушек 152 калибра и многое другое. Партизаны добавляют, что делают все, чтобы эта техника и другая подобная не доехала до места назначения. Израиль эвакуирует своих жителей из 2-километровой зоны от северной границы из-за опасности атак Хизбаллы, а также продолжает перебрасывать туда технику. Это на самом деле очевидно, что вся эта акция была спланирована именно стражами исламской революции в Иране. Мы это официально не признали, мне кажется, только из-за того, что нам пришлось бы в этом случае объявить просто войну, ведь это нападение, которое может остаться без ответа. Я на этом этапе оцениваю вероятность разрастания этого конфликта как очень высокую. Конечно, это оперативно связано и с вопросом, будет ли у нас второй фронт на севере, будет ли у нас третий и четвертый фронт, ведь нас в последние 2 дня обстреливали и не только с территории Ливана, но и с территории Сирии. Из 28 поселков организованно эвакуируют людей по решению министра обороны. Похоже, второй фронт в этой войне таки откроется. Очень важный фактор, конечно же, это ливанская террористическая группировка Хизбалла, вступление в которой в войну вероятно, и уже идут локальные столкновения на границе с Ливаном. Естественно, израильское командование и кабинет войны, который, в общем-то, политический кабинет, который руководит войной, учитывают те или иные возможности. И здесь это, конечно же, в планах тоже. То есть, что делать, если вступит Хизбалла в войну, что делать, если мы знаем, что она точно вступит, и тогда наносить ли превентивный удар, кто куда заходит, где кого распределить, это тоже фактор. Но в целом, все идет к тому, что военная операция, масштабная операция в Газе начнется. А в секторе Газа объявлено 5-часовое прекращение огня, чтобы обеспечить доставку гуманитарных грузов и позволить иностранцам покинуть регион. Правда, представители Хамас опровергают и эту информацию. Говорят, никакого прекращения огня не было. Серию визитов на Ближний Восток продолжает американский госсекретарь. Наравне с информацией об отправке второго авианосца в Газу, дипломатическая составляющая американской демократии тоже работает. Блинкен встретился с наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. В его канцелярии отмечают сосредоточенность Соединенных Штатов на освобождении всех заложников и предотвращение распространения конфликта. Тур Блинкена продолжается, сейчас он вернулся в Израиль. Сигнал для тех стран, которые, так скажем, поддерживают действия Хамаса, для того, чтобы предостеречь их руководителей этих стран от действительно вмешивания более ощутимого в дальнейшие эскалационные действия. Но также нужно рассматривать этот визит как визит личностного характера, учитывая
также то, что Энтони Блинкен имеет корни еврейские, и как бы он лично сопереживает с теми евреями, которые непосредственно, да, и их семьями, которые подверглись атаке со стороны Хамаса. Также визит в Израиль планирует совершить канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский. Британия отправляет в Эстонию 4000 военных в рамках плана о переводе 20-тысячного контингента в Северную Европу. Военные будут прибывать в течение года, это не переброска войск, никакой паники нет. Британский экспедиционный корпус будет защищать местную инфраструктуру от возможных гибридных угроз. Мы говорим о том, что произошло в прошлом году в сентябре с газопроводом Nord Stream, и сейчас с Baltic Connector, и даже с кабелем между Эстонией и Финляндией. Мы будем защищать эту инфраструктуру. Это вопрос безопасности. И такие саботажи мы игнорировать не будем. Катар помог вернуть 4 детей, которых украла Россия. Об этом пишут Washington Post. 2 детей уже вернулись в семьи, и еще 2 скоро вернутся. Они прошли через посольство Катара в Москве и разными путями отправились домой. Как выразилась представитель катарского МИД, они находятся в, цитирую, непрерывном диалоге с украинскими и российскими коллегами. Конец цитаты. Катар присоединился к переговорам по просьбе украинской стороны. И на сегодняшний день для того, чтобы репатриация стала успешной, возможной, реальной и в других масштабах, здесь действительно мы нуждаемся в консолидации мирового сообщества, которое путем санкционного давления на всех причастных к этому преступлению чиновников, как на оккупированной территории Украины, так и на территории Российской Федерации, когда будет добиться обеспечения доступа к местам, в которых содержатся дети. Целый ряд решений принимает российское правительство касательно адвокатов. Кроме того, что Марка Фейгина, которого лишили соответствующего статуса, объявили в розыск, кроме того, что на днях проводились обыски, а после задержали 3 адвокатов Алексея Навального, теперь у тех представителей профессии, которые выехали из России, могут появиться другие проблемы. Их могут лишить статуса адвоката. Те, которые защищают своих доверителей, выходя из залов судебных заседаний, следственных кабинетов и апеллируя к общественности, к средствам массовой информации, к журналистам, рассказывая о тех безобразиях, которые они наблюдают, в тех делах, в которых участвуют. Вот именно такая категория защитников является сейчас такой чувствительной категории для власти, и сейчас уже не стесняются и задерживают пачками. Вот 3 коллег в один день, соответственно, арестовали в рамках уголовного дела. В этот же день один из коллег в Крыму получил 15-дневный срок по административному делу. Напомню, бывшего адвоката Надежды Савченко, Романа Сущенко, Мустафы Джемилева и представителей Pussy Riot Марка Фейгина МВД РФ объявила в розыск. Пишут, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса, и деталей в его карточке никаких нет, но по информации российских медиа речь идет именно о дискредитации армии. Выборы в Польше дадут европейской экономике новый импульс, так считают авторы издания Bloomberg. Там называют результат выборов концом эпохи популизма, потому в случае формирования оппозиционной коалиции это даст толчок крупнейшей экономике Восточной Европы и всему ЕС и откроет возможности для Польши получить 35 миллиардов евро из фондов Союза для того, чтобы дать толчок всей экономике. Выборы проходили не только в Польше. Греция в минувшие выходные тоже пережила эту процедуру. Об этом пишет Associated Press. Там проходил 2-й тур выборов губернаторов и мэров. И там тоже было несколько неожиданностей. В крупнейших городах страны, Афинах и Салониках, победили, можно сказать, неофиты, а действующие мэры проиграли. В столице победил поддерживаемый социалистами академик Харис Дукас, которому проиграл действующий мэр. А в Салониках социалист Стелиос Ангелудис, который не был официальным кандидатом от своей партии, также легко победил действующего мэра.
got another sunspot? Okay, I think I got it. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших лайков, репостов и комментариев, как обычно. Хочу знать все, что вы думаете, и хочу видеть вашу реакцию. Не забудьте подписаться на наши каналы. Ну а у меня на этом все. До встречи, хороших вам новостей.